Здравствуйте, уважаемые коллеги, меня зовут Павел, это Мир моделей. Значит, сегодняшняя наша встреча с вами будет обзорная. Я хочу вас посвятить новинке нашего магазина. Вот, очень долгое время моделисты использовали томеевский скотч в своих модельных целях. При этом чаще всего использовали 18-миллиметровый, наклеивали его на поверхность и резали на тонкие длинные колбаски или полоски. В принципе, этот скотч был не очень удобен в том плане, что, имея бумажную основу, он абсолютно не тянулся. При этом на сопряженных деталях сложной конфигурации на моделях, этот скотч образовал так называемые вмятины и очень некрасивые получалось при этом элементы при окрашивании. И вот фирма Tamiya, услышав мольбы моделистов, выпустила 3 новых скотча: 5 мм, 3 мм и 2 мм толщиной. Значит, в чем преимущество, я покажу на примере 2-миллиметрового скотча. Он изменился по своей структуре. Если раньше это была бумажная основа, то это сейчас виниловая основа. Он имеет хорошие клеевые свойства, и при этом, что очень немаловажно, он имеет возможность тянуться вот таким вот образом. Для моделистов это очень важно в том плане, что есть возможность более точно нанести какие-то опознавательные знаки, полосы на модели сложной конфигурации. Так как фюзеляж самолета имеет разное сечение, то выложить ровную полосу по нему будет довольно-таки проблематично. С этим скотчем, я думаю, все проблемы моделистов, большинство проблем будут решены. Вот здесь я могу вам продемонстрировать вот такую вот модель. Вот здесь я вот уже нанес в хвостовой части 2 полоски 2-миллиметрового скотча. В принципе, очень тонкое, плотное прилегание. Я думаю, что это будет очень удобно в работе не только с авиационными моделями, но также с моделями бронетехники. Вот сейчас я вам продемонстрирую. Я думаю, что вам станет все понятно. Для примера я вам сейчас только что наклеил здесь на коврик вот такой вот скотч новый. Вот сейчас я попытаюсь то же самое сделать с предыдущим скотчем фирмы Tamiya. Вот что мы имеем. Я думаю, преимущество нового винилового скотча налицо. Но это не говорит о том, что от этих скотчей раньше, которые вы используете, надо отказаться. Они также будут очень полезны, но просто специализация ваших используемых скотчей в моделях будет теперь четко делиться на те скотчи, которые будут закрывать именно поверхности, и для выложения всяких различных криволинейных поверхностей. Итак, уважаемые друзья, вот я с помощью вот 3-миллиметрового скотча винилового я выложил границы вот здесь вот и границы камуфляжного пятна на левом крыле. Остальное я замаскировал старым хорошо известным томеевским скотчем 18 мм. И сейчас эти поверхности я просто покрашу, и мы посмотрим, как все это будет выглядеть. Итак, уважаемые коллеги, вот мы только что произвели закраску поверхности, которую мы подготовили под нее. По большому счету нужно, чтобы все это просохло минут 15-20. Но в целях эксперимента мы будем снимать прямо сейчас. Вот. Ну и посмотрим, какого результата мы добились. Ну, вот такая вот
Получается довольно-таки ровная поверхность. Хочу обратить внимание. И за счет того, что скотч все-таки довольно-таки толстенький, ну в смысле по толщине, кромка еле-еле видна. То есть в принципе по большому счету я думаю, что можно использовать вот этот вот виниловый скотч для камуфляжа. Но если будут резкие переходы или рытвины, допустим, очень часто бывает с такими переходами, конечно, из такого скотча будет сложно. Но если это будут небольшие вот такие вот полосы вдоль, допустим, крыла, вот как вот здесь, вот, то я думаю, что это можно вполне оптимально сделать с помощью вот этого вот томиевского скотча. Вот сейчас мы еще откроем вторую часть. Ну, тоже, пожалуйста, очень неплохой эффект. И сейчас откроем то место, где мы пытались изобразить полосы. Вот, уважаемые коллеги, мы сняли маскирующие элементы, скотч сняли, и вот имеем вот такой результат. Ну, могу сказать одно, что для большого масштаба вот выкладывания вот таким вот скотчем очень даже приемлемо. Так что данный результат мне очень нравится. Вот мы попытались здесь выложить полоску. Часто такие полосы встречаются в немецкой авиации. Вот. Я думаю, что, ну, только единственное, что нужно аккуратно смотреть, чтобы не было вот таких вот поддувов. То есть здесь я скотч не прижал абсолютно ровно и, главное, плотно к окрашиваемой поверхности. Поэтому произошел вот такой небольшой поддув. Но в целом, несмотря на то, что фюзеляж имеет довольно-таки сложную форму, мне удалось в полной мере сделать, ну, на глаз все это делалось, конечно, ну, довольно-таки приемлемую ровную линию. Так что я думаю, что будет большое подспорьем для моделистов использования новой продукции. Вот, и я думаю, что это вам поможет в дальнейшем наиболее просто, главное, более достоверно окрашивать свои модели. Вот, уважаемые коллеги, сегодня в завершении нашей передачи еще раз я хочу вам повторить, что сегодня в данном микрообзоре мы попробовали новинку от фирмы Tamiya, виниловый скотч. Еще раз хочу повторить, что он сейчас выпускается в трех видах: 3, 5 и 2 миллиметра. Очень удобная вещь. Вот, я только что вот на этой модели вам продемонстрировал небольшие возможности. Я думаю, что, может быть, кто-то добьется больших и лучших результатов использования этих материалов. Но я думаю, что это будет большая помощь моделистам в великолепном окрашивании их моделей. Вот, я думаю, что мы сегодня будем прощаться. Вот, всего вам хорошего. До новых встреч. Это был Павел, магазин Мир Моделей.